Если бы ты мог видеть то, что видел твоими глазами, я... Очнись! Пора умирать! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Бегущий по лезвию» Blade Runner 1982 года – культовый научно-фантастический боевик режиссера Ридли Скотта. Фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года основан на романе Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и рассказывает историю Рика Деккарда, Харрисон Форд, бывшего полицейского, охотника за репликантами, биологическими копиями людей, созданными для выполнения опасных заданий в космосе. Сюжет фильма «Бегущий по лезвию» разворачивается в Лос-Анджелесе будущего, где репликанты запрещены, и охотник Рик Деккард получает задание найти и уничтожить 4 репликантов, которые сбежали на Землю и теперь угрожают жизням людей. В ходе своего расследования Деккард встречается с Роем Батти, Рутгер Хауэр, лидером беглых репликантов, который становится для него настоящей проблемой. Роль Рутгера Хауэра в «Бегущем по лезвию» – настоящая находка режиссера Ридли Скотта, пригласившего его на роль антагониста Роя Батти, ни разу с ним даже не встретившись. Он просто знал, что ему нужен голландский актер, увидев его в нескольких фильмах Пола Верховена. Рутгер Хауэр самостоятельно написал знаменитую речь Роя Батти перед его смертью в сцене на крыше, которая стала одним из самых запоминающихся моментов фильма. Фильм «Бегущий по лезвию» был снят в основном на улицах Гонконга, что добавило картине неповторимый колорит атмосферы мегаполиса будущего, которого добивался режиссер Ридли Скотт. «Бегущий по лезвию» 1982 года стал настоящим прорывом в кинематографе благодаря своей визуальной составляющей. Blade Runner стал первым фильмом, который использовал так называемый грязный футуризм, стиль, который сочетает в себе элементы будущего и прошлого, впоследствии оказавший огромное влияние на многие фильмы и игры. Фильм «Бегущий по лезвию» – это настоящая классика жанра научной фантастики, несмотря на свой кассовый провал. Он заслуженно стал культом благодаря своей уникальной атмосфере, визуальной красоте и многоплановому сюжету. Роль Роя Батти, исполненная Рутгером Хауэром, стала одной из самых запоминающихся в его карьере и добавила еще большую популярность этому замечательному актеру. Если вы еще не видели этот фильм, то обязательно посмотрите его, он оставит у вас незабываемые впечатления. А вопрос, репликант ли Рик Деккард, актуален и по сей день. Хороший песик. «Слепая ярость» Blind Fury 1989 года. Захватывающий боевик режиссера Филиппа Нойса с Рутгером Хауэром в главной роли. Сюжет фильма «Слепая ярость» 1989 года рассказывает о бывшем военном Нике Паркере, Рутгер Хауэр, потерявшем зрение во время войны во Вьетнаме. Однако, благодаря своим навыкам и тренировкам, он научился ориентироваться в пространстве и превосходно сражаться с помощью меча, спрятанного в трости. Возвращаясь в США, Ник решает помочь своему другу Фрэнку, чью жену и сына похитили местные наркоторговцы. Идея создания фильма «Слепая ярость» 1989 года возникла у режиссера после просмотра японского фильма «Затойчи» 1989 года, где главный герой также был слепым мастером меча. В фильме «Слепая ярость» были использованы элементы японской культуры, такие как катана и ниндзя. Съемки Рутгера Хауэра «Слепой ярости» были, по словам актера, одними из самых сложных в его карьере. Фехтованию на мечах Хауэра обучал известный японский актер Шо Косуге, который сам сыграл в «Слепой ярости» роль мастера меча, прибывшего из Японии, чтобы сразиться против главного героя. Несколько недель Рутгер Хауэр общался с слепым парнем, благодаря которому он стал лучше понимать своего героя Ника Паркера. Если бы Рутгер Хауэр не поссорился с режиссером Полом Верховеном на съемках фильма «Плоть плюс кровь» 1985 года, то, скорее всего, вместо «Слепой ярости» Рутгер снимался бы в «Робокопе» 1987 года, куда Пол Верховен звал актера, несмотря на их конфликт, но Хауэр отказался и выбрал «Слепую ярость». Именно из-за предполагаемого сиквела, так и не снятого, авторы решили в финале «Слепой ярости» отправить героя Рутгера Хауэра в путешествие, а не оставить вместе с друзьями. Фильм «Слепая ярость» – динамичный боевик, который увлечет зрителя своими ураганными экшн-сценами и интересным сюжетом. Рутгер Хауэр великолепно справился с ролью слепого мастера меча, что делает этот фильм одним из лучших в его карьере. Господи! Зачем вы это со мной делаете? Ты умный парень. Догадайся. «Попутчик» The Hitcher 1986 года стал настоящим хитом жанра триллеров, где главные роли исполнили Рутгер Хауэр, Си Томас Хауэлл и Дженнифер Джейсон Ли. Сюжет фильма «Попутчик» 1986 года рассказывает о молодом водителе, который подбирает на дороге попутчика, Рутгер Хауэр, но вскоре понимает, что это коварный серийный убийца. По мере того, как попутчик начинает преследовать главного героя, он попадает в опасные ситуации и сталкивается с кровавыми убийствами. По словам Си Томаса Хауэлла, он не на шутку боялся Рутгера Хауэра, как на съемочной площадке, так и за ее пределами. По его мнению, уж слишком сильно Хауэр вошел в роль.
Рутгер Хауэр, исполнивший роль попутчика, сам написал несколько диалогов своего персонажа и предложил добавить в сценарий некоторые детали, которые сделали фильм еще более напряженным и захватывающим. Рутгер Хауэр сам выполнял многие трюки в фильме «Попутчик», что поразило съемочную группу и даже настоящих каскадеров. Во время съемок «Попутчика» 1986 года Рутгер Хауэр столкнулся с серьезными трудностями. Получил травму, когда машина, в которой он находился, перевернулась, а также заболел простудой, что затруднило ему работу на съемочной площадке. Несмотря на это, Рутгер Хауэр смог создать незабываемый образ попутчика, который стал одним из самых запоминающихся персонажей в его карьере. Его игра в попутчике была настолько убедительной, что зрители до сих пор вспоминают его реплики и манеру поведения. Фильм «Попутчик» 1987 года получил высокие оценки критиков, стал культовым для многих поколений зрителей и был номинирован на несколько престижных кинонаград. «Попутчик» получился зрелищным и захватывающим триллером, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Благодаря умелой режиссуре и выдающейся игре актеров, этот фильм стал настоящим шедевром жанра и продолжает покорять сердца зрителей по всему миру. «Считанные секунды» Split Second 1992 года. Мрачный научно-фантастический триллер режиссера Тони Меллома с Рутгером Хауэром, Нилом Дунканом и Ким Кэтрелл в главных ролях. Сюжет фильма «Считанные секунды» 1992 года разворачивается в будущем, где Лондон охватывает наводнение, вызванное глобальным потеплением. На фоне этого происходит загадочное убийство, которое начинают расследовать детектив Харли Стоун, Рутгер Хауэр. В ходе расследования он понимает, что убийца – это нечто нечеловеческое, созданное генной инженерией и живущее в канализации. Стоун начинает охоту на монстров, чтобы остановить его и спасти город. Великолепное музыкальное сопровождение – это стопроцентное попадание в фильм. Именно благодаря своему саундтреку фильм «Считанные секунды» имеет особую атмосферу. Режиссер Тони Меллом хотел, чтобы монстр выглядел как можно более устрашающе, поэтому он заказал костюм у специалистов по созданию костюмов для фильмов ужасов. Костюм монстра весил около 45 килограммов и был очень неудобным для актера, который его носил. Фильм «Считанные секунды» – аллегория на современный мир. Монстр – химерическое существо, месиво разных элементов, метафора на отрицательные последствия глобализации, которая поглощает и убивает уникальность, индивидуальность, забирая у человека сердце и душу. Это и есть самое большое современное зло, предсказанное более 30 лет назад. Фильм «Считанные секунды» 1992 года выигрывает за счет мрачного юмора, характеров главных героев и атмосферности. Именно ощущение тайны, мрачного антуража затопленного Лондона и незримое присутствие врага – все это вместе дает завораживающий эффект от просмотра фильма. «Плоть плюс кровь» Flesh Plus Blood 1985 года. Приключенческая драма режиссера Пола Верховена с Рутгером Хауэром и Дженнифер Джейсон Ли в главных ролях. Сюжет фильма «Плоть плюс кровь» 1985 года рассказывает о группе наемников, которые во время кровопролитной войны 1501 года захватывают замок и заложницу, невесту сына барона Арнольд Финни, когда-то предавшего Мартина, главаря наемников в исполнении Рутгера Хауэра. Мартин влюбляется в нее и готов на все ради ее любви. Однако после того, как девушка покидает его, Мартин начинает мстить своим бывшим товарищам, что приводит к непредсказуемым последствиям. Фильм «Плоть плюс кровь» является одним из самых необычных фильмографий режиссера Пола Верховена. Он снят в жанре исторической драмы, но в нем также присутствуют элементы боевика и эротики. Картина получила неоднозначные отзывы критиков, тем не менее став культовым фильмом для многих киноманов. Рутгер Хауэр сумел прекрасно передать характер своего героя Мартина и показать его эмоциональную составляющую, также проявив свой блистательный талант в боевых сценах и драках. Пол Верховен задумал «Плоть плюс кровь» как ответ кинолентам, которые сильно романтизировали Средневековье. Он хотел показать Средневековье как период жестокости, болезни, нищеты, а также время, когда смерть по естественным причинам была редкостью. Фильм «Плоть плюс кровь» стал последним плодом сотрудничества Пола Верховена и Рутгера Хауэра, длившегося более 15 лет. Оператором фильма стал Ян де Бонд, который позже снимет «Скорость» 1994 года с Киану Ривзом, уже в качестве режиссера. Фильм «Плоть плюс кровь» 1985 года является настоящим шедевром кинематографа. Он позволяет зрителю окунуться в средневековую эпоху и прочувствовать все трудности и опасности того времени. Картина также привлекает внимание своей необычной смесью жанров и яркими персонажами. Если вы еще не видели этот фильм, то рекомендую незамедлительно окунуться в «Плоть плюс кровь».